Эльтироксин в малых дозах обладает анаболическим действием на белковый и жировой обмен. В средних дозах стимулирует рост и развитие, повышает потребность тканей в кислороде, стимулирует метаболизм белков, жиров и углеводов, повышает функциональную активность сердечно-сосудистой системы и центральной нервной системы. Терапевтический эффект наблюдается через 7-12 дней. В течение этого же времени сохраняется действие после отмены препарата. Клинический эффект при гипотиреозе проявляется через 3-5 дней. Диффузный зоб уменьшается или исчезает в течение 3-6 месяцев. Показания. Гипотиреоз. Эутиреоидный зоб. В качестве заместительной терапии для профилактики рецидива зоба после резекции щитовидной железы. Рак щитовидной железы после оперативного лечения. Диффузный токсический зоб после достижения эутиреоидного состояния тиреостатиками в виде комбинированной или монотерапии. Применяется в качестве диагностического средства при проведении теста тиреоидной супрессии. Способ применения и дозы. Суточная доза определяется индивидуально, в зависимости от показаний. Эльтироксин, Берлин-Хими, в суточной дозе принимают внутрь, утром натощак, по крайней мере за 30 минут до приема пищи, запивая таблетку небольшим количеством жидкости, полстакана воды и не разжевывая. При проведении заместительной терапии гипотиреоза пациентам моложе 55 лет при отсутствии сердечно-сосудистых заболеваний эльтироксин назначают в суточной дозе 1,6-1,8 микрограмм на килограмм массы тела. Начальная доза для женщин 75-100 микрограмм в сутки, мужчинам 100-150 микрограмм в сутки. Пациентам старше 55 лет или сердечно-сосудистыми заболеваниями 0,9 микрограмм на килограмм массы тела. При значительном ожирении расчет следует делать на индивидуальную массу тела. Начальная доза 25 микрограммов в день. Увеличивать по 25 микрограмм с интервалом 2 месяца до нормализации уровня тиреотропного гормона в крови. При проявлении или ухудшении кардинальных симптомов провести коррекцию кардинальной терапии. При лечении эутиреоидного зоба рекомендованная доза составляет 75-200 микрограмм в сутки. Профилактика рецидива после хирургического лечения эутиреоидного зоба. Рекомендованная доза 75-200 микрограмм в сутки. В комплексной терапии тиреотоксикоза рекомендованная доза 50-100 микрограмм в сутки. Эльтироксин применяют в комплексной терапии с тиреостатиками после достижения эутиреоидного состояния. Супрессивная терапия рака щитовидной железы. Рекомендованная доза составляет 150-300 микрограмм в сутки. При тяжелом, длительно существующем гипотиреозе лечение следует начинать с особой осторожностью, с малых доз, с 25 микрограмм в сутки. Дозу увеличивать до поддерживающей через более длительные интервалы времени, на 25 микрограмм в сутки, каждые 2 недели, и чаще определяют уровень тиреотропного гормона в крови. При гипотиреозе эльтироксин принимают, как правило, в течение всей жизни. Во всех случаях длительность лечения препаратом определяет врач. Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность к препарату. Нелеченный тиреотоксикоз. Острый инфаркт миокарда. Острый миокардит. Нелеченная недостаточность надпочечников. С осторожностью применяют при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, стенокардия, инфаркт миокарда в анамнезе, артериальная гипертензия, аритмии, сахарный диабет, тяжелый длительно существующий гипотиреоз. При синдроме малябсорбции может потребоваться коррекция дозы. Применение при беременности и кормлении грудью. В период беременности и грудного вскармливания терапия препаратом, назначенным по поводу гипотиреоза, должна продолжаться. При беременности требуется увеличение дозы препарата из-за повышения уровня содержания тироксин-связывающего глобулина. Количество тиреоидного гормона, секретируемого с грудным молоком при лактации, даже при проведении лечения высокими дозами препарата, недостаточно для того, чтобы вызывать какие-либо нарушения у ребенка. Применение препарата в комбинации с тиреостатическими препаратами при беременности противопоказано, так как прием левотироксина может потребовать увеличения доз тиреостатиков. Поскольку тиреостатики, в отличие от левотироксина, могут проникать через плацентарный барьер,
У плода также может быть возможно развитие гипотиреоза. В период грудного вскармливания препарат следует принимать с осторожностью, строго в рекомендованных дозах, под наблюдением врача. Особые указания. При гипотиреозе, обусловленном поражением гипофиза, необходимо выяснить, имеется ли одновременная недостаточность коры надпочечников. В данном случае заместительную терапию глюкокортикостероидами следует начинать до начала лечения гипотиреоза тиреотироидными гормонами во избежание развития острой надпочечниковой недостаточности. Препарат не оказывает влияния на способность к вождению транспортных средств и работе, требующей повышенной концентрации внимания. Побочные действия. При применении препарата по показаниям в рекомендованных дозах под контролем врача побочные эффекты не наблюдаются. При повышенной чувствительности к препарату могут наблюдаться аллергические реакции. Условия хранения и срок годности. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 градусов. Срок годности 2 года.